Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня мы поговорим о городе Кохам, если вы вдруг соберетесь сюда приехать на денек, а то и на два. Мы уже были здесь, но я вам расскажу по-другому, так как мы поехали в другое время года и немножко другое настроение здесь. Если вы устали от однотипных вот таких туристических маршрутов и хотите увидеть место, где история чувствуется реально на каждом шагу, вот это видео будет для вас. Вот город Кохам. Это небольшой немецкий городочек, можно сказать, на реке Мозель. Но летом и осенью, в начале осени он кипит жизнью. Сюда съезжаются путешественники со всей Европы. Кто за вином, кто за видом, а кто просто, чтобы хоть на день оказаться в красивом месте и перезагрузиться. Здесь старинные фахверковые дома, замок на холме. Везде запах виноградников вот просто витает в воздухе. Но главная атмосфера. Это вот тот редкий случай, когда даже толпы людей не мешают почувствовать спокойствие и вот очарование этого места. Посмотрите это видео, если вы хотите понять, почему Кохам не просто красивая точка на карте, а одно из самых живых и душевных мест Германии. Это место, где пространство будто, знаете, сжимается до масштаба старинной открытки. Здесь все близко, все под рукой. Река, холмы, старые дома, замок, который видно из любой точки города. На первый взгляд, просто туристический городок на Мозеле. Но стоит остановиться, замедлиться, и начинаешь замечать детали. Трещину на каменной лестнице, виноградную лозу, которая пробилась сквозь стену и камни, запах выпечки из окна булочной, какой-нибудь частной маленькой. Старый город Кохамы – это не музей, хотя выглядит как декорация к фильму. Фахверковые дома, вот эти покосившиеся фасады, какие-то интересные детали, лепнина, цветы на подоконниках. Каждый дом будто чуть-чуть наклонен вперед, как будто хочет заглянуть на улицу и услышать, что происходит. На рыночной площади жизнь идет медленно. Туристы фотографируют старую ратушу, кто-то пробует вино у прилавка, местные спокойно разговаривают о погоде, урожае. Здесь все просто, но в этой простоте есть удивительное чувство, будто ты попал в кадр, где ничего не нужно менять. Река Мозель – это сердце Кохама, она не спешит, делает такой плавный изгиб, отражает в своей воде дома, небо, все, что ее окружает. На противоположном берегу тянутся виноградники, ровные линии, которых уходят ввысь туда, на горы, к самому горизонту. Каждый склон – это чья-то работа, чья-то гордость, чье-то вино, которое потом окажется в бокале на террасе с видом на реку. Чуть выше дорога к замку. Тропа эта петляется среди виноградников. Иногда попадается табличка с надписью «Райхсбург Кохам» и стрелкой вверх, как обещание, что путь этот стоит усилий. Пешком сюда идти приятно, но если вы вдруг устали, то есть возможность подъехать не до самого прям верха, но поближе к горе на маршрутке. Можно использовать, кстати, немецкий проездной. С каждым поворотом все меньше звуков города и все больше шороха листьев, запаха винограда и тишины. Райхсбург виден издалека. Он стоит на вершине холма, как будто сошел с гравюры. Башни, зубчатые стены, флаг, развивающийся на ветру. Замок старый, но не угрюмый. Он не пугает людей своей историей. Наоборот, будто приветствует каждого, кто поднимается к нему пешком. С высоты, когда вы подниметесь, все выглядит иначе. Город как игрушечный, лодки на реке, кораблики, как движущиеся точки, а вдали за холмами тянутся виноградные поля до самого горизонта. И это не просто вид, это тишина, которую хочется запомнить. Внутри замка холодный камень, витражи, кованые двери, как обычно, залы с деревянными потолками. Гиды рассказывают историю о рыцарях, о войнах, о королях. Но интереснее всего не слова, а ощущение пространства, где время не исчезло,
а просто стало плотнее. Многие делают в замке, кстати, свадебные фотосессии, заранее заказывают и делают. На террасе можно остановиться, заказать бокал местного рислинга. Вино легкое, прохладное, с фруктовой ноткой, как сам воздух здесь. За спиной старые стены замка, впереди долина Мозеля. Мир кажется цельным, как будто все сложилось так, как должно быть. Обратно в город уже спускаешься иначе. Пейзаж тот же, но взгляд меняется. Кажется, что теперь ты лучше понимаешь ритм этого места. Люди неспешно идут по делам. Открываются лавки с сувенирами и вином. Кто-то чинит велосипед прямо у входа в кафе. Иногда достаточно просто вот сесть у воды, смотреть, как отрождается небо в реке, как лодки медленно скользят по поверхности. И как жизнь вокруг идет своим чередом, без надрыва и без суеты. Кохам он не старается понравиться, он не позирует перед камерой, он просто живет. И может быть именно поэтому его так приятно наблюдать. Это город, который не требует внимания, но если остановиться хоть на немного, он забирает тебя целиком. Да, всегда летом и в начале осени в Кохаме многолюдно. На улицах слышно десятки языков, больше всего голландский почему-то. По реке идут туристические кораблики, и кажется, что весь мир собрался в этом месте среди фахверковых домиков, лавок вот со всякими вкусностями, вином и выпечкой, и мясом и так далее. Но стоит свернуть с главной улицы, и город будто замирает. Тихие дворы, виноградные склоны, колокольный звон – все то, ради чего сюда стоит приехать. Если вы ищете место, где можно на время выключить свою, знаете, суету, какие-то мысли, почувствовать вкус вина, запах старого камня и спокойствие реки, приезжайте сюда в Кохам. Он запоминается не фотографиями, а ощущением, которое остается надолго. Если планируете приехать, приезжайте лучше с ночевкой на 2 полных дня. И напоследок, я не travel-блогер, вы это знаете, просто время от времени показываю города Германии и Европы такие, какие они есть. Без сценария, без постановки, просто жизнь. Подписывайтесь на канал, впереди будет еще много мест, о которых хочется рассказать и просто там остановиться и побыть. Всех обнимаю, целую, пока.